Приветствую вас на нашем канале, и сегодня мы будем первые, кто покажет вам частотный преобразователь, который может сделать с одной фазы 220 3 по 380. Да, вам не послышалось, вы теперь можете купить трехфазный электродвигатель и звездой его подключить в обычную бытовую розеточку, где у нас просто фаза И0. Этот преобразователь это делает. Он возьмет одну фазу И0 с вашей розетки и сделает вам 3 фазы по 380. Да, вам не послышалось, я не ошибаюсь. Данный частотный преобразователь китайского бренда NITS действительно может вам сделать с одной фазы 220 3 380, когда большинство частотников делает с одной фазы 220 3 фазы по 220. Получили мы частотничек вот в такой вот коробочке. Имеем снаружи наклейку сертификации и наклейку с информацией артикул и технические характеристики. Открываем и смотрим, что у нас внутри. А внутри у нас непосредственно сам частотный преобразователь и руководство по эксплуатации. Выглядит это все дело очень даже достойно, присутствует сертификат соответствия с техническими характеристиками опять же и какими-то печатками. Это в сторонку, давайте рассмотрим наше руководство. Руководство, к сожалению, только на английском, русификации нету, но в принципе кто имел дело с частотниками такими как Danfoss, Schneider и другими брендами, проблем по настройке возникнуть не должно, потому что я работаю с Danfoss и в данной инструкции вижу, что ее полностью слезали с данфосовского руководства. Здесь похожая схематика, похожие таблицы, в принципе можно сказать китайский Danfoss. Это касается инструкции. Имею в виду, что инструкция слизанная по принципу как у Danfoss. Ну а сам частотник имеет гораздо хуже изготовление, нежели Danfoss. Это касается качества самих компонентов, с которых он собран, качества пластмассы, реализация и качество даже сборки. Но тут китайцы мне подложили отверточку и все изменилось. Теперь я буду хвалить данный частотник. Не, молодцы. Молодцы в плане того, что позаботились о такой миниатюрной отверточке для маленьких сигнальных клемм. Но это не отменяет все предыдущее сказанное. Давайте теперь рассмотрим его под микроскопом, и я более детально укажу, что именно мне не понравилось. Начну я с корпуса. Корпус выглядит на самом деле не очень, потому что такое ощущение, как будто взяли старый карболитовый автоматический выключатель и на базе данного выключателя собрали этот частотник. По внешнему виду видно, что выглядит он на самом деле очень дешево, и я думаю, с этим вы согласитесь. Китайцы не стали заморачиваться с корпусами под разные версии частотников, а просто-напросто выкрутили винтик, закрасили красным маркером ту клемму, которую нельзя использовать, и на этом все закончилось. Дешево, просто и сердито. И вы думаете, китайцы на этом остановились? Ничего подобного. Они взяли цифровой терморегулятор и с него сделали панель управления к частотнику. Выглядит это следующим образом. Дешево, просто сердито. Так что если у вас поломается панелька, вы можете взять терморегулятор и перебросить внутрянку. Органы управления реализованы очень плохо, потенциометр очень медленно реагирует, кнопки это тихий ужас. Чтобы нажать данную кнопку, необходимо ее вот так вот вдавить полностью ногтем и с большим усилием. Это создает очень большой дискомфорт, когда мы программируем частотник или же когда его эксплуатируем с помощью данных клавиш. Поднимаем наш капот и смотрим, что у нас здесь находится. А здесь у нас ряд клемм, это цифровые и аналоговые клеммы для подключения управления частотником и датчиков. Опа! И еще одна проблема, это недержание крышки. Представьте, ваш частотник уже установлен и вы расключаете провода. И вот эта вот крышечка постоянно закрывается. Насколько быстро она вас выбесит? Меня, допустим, очень быстро на самом деле. Касательно платы. Плата здесь как бы имеет защитное покрытие, но и здесь есть определенные нюансы. Я без микроскопа, без каких-либо спецсредств уже рассмотрел, что здесь есть нюансы, и покрытие очень плохое. Соответственно, если будет агрессивная среда, вот эти вот все контактики будут окисляться, и частотник очень быстро выйдет из строя.
Вот как-то так. Давайте теперь перейдем к испытаниям, подключим наш частотник и посмотрим, действительно ли он нам выдает 3 фазы с межфазным напряжением в 380 вольт. Для подключения нашего входа я использовал вот такой вот ПВСик с нашей вилочкой. Специально показываю, чтобы не было никаких подвохов и упреков. На вход частотника мы подаем фазу И0, барной двигатель расключили звездой. И не отходя от кассы показываю шильдик. По шильдику видно, что питающее напряжение 230 треугольник и 400 вольт звезда. С частотника у нас выходит 3 провода. Это 3 фазы, которые идут в барно. Я специально все показываю и рассказываю, чтобы было поменьше вопросов. Давайте сейчас я установлю нашу камеру на штативчик, все настрою и продолжим. Что-то камера у меня стоять не хочет. Сейчас. О, все, готово. Приступаем к запуску и замерам. Замеры делаю специально, чтобы показать вам все вживую, как оно есть на самом деле. Потому что даже я думал, что это просто-напросто какое-то недопонимание, и частотник на входе берет одну фазу 220 и просто-напросто выдает нам 3 фазы с межфазным напряжением в 220 вольт. В основном все частотники так и работают. Потому что электродвигатель имеет возможность расключения по треугольнику и по звезде. Люди переключают на звезду и с помощью частотника запускают асинхронные электрические двигателя. Но есть ситуации, когда нет возможности перейти со звезды на треугольник. И вот в таких вот случаях данный частотник нас должен выручить. Перефокусировали нашу камеру и делаем межфазные замеры. И что мы видим? Действительно, наш частотник выдает между первой и третьей фазой 380 вольт. Между второй и третьей тоже 380 вольт. Как-то так, поэтому шайтан-машина работает. А давайте теперь еще я сделаю контрольные замеры на барне, чтобы вы вообще были уверены, что это действительно происходит. Итак, для фиксации еще раз. Выход с частотника у нас 380 вольт. И аккуратненько подбираемся к барну и делаем замерчик. Главное ничего не коротнуть. И на барне у нас тоже 380 вольт. Ну и конечно же, я не я, если бы это не сделал. Да, я взял, вытащил генератор, завел его, все подключил. И как оказалось, наш частотный преобразователь оказался вовсе не капризным к входу по напряжению, частоте и так далее. Он без проблем запустился от генератора. И что немаловажно, он также без проблем запустил наш электродвигатель. Вы спросите, зачем это все? Объясняю, может быть такая ситуация, как стройка. На стройку могут привезти бетономешалку, на которой стоит трехфазный электродвигатель. Электросеть на участок пока не заведена, и у нас только генератор однофазный. Что делать? Вариантов у нас 3. Первый – замена бетономешалки, второй – замена генератора и третий – установка частотного преобразователя. Третий вариант мне больше всего нравится, потому что когда мы установим частотный преобразователь, мы получаем универсальность в плане электросети, а также возможности регулирования оборотов самой бетономешалки. На этом можно заканчивать и подбивать итоги. По качеству. Качество данного частотника хромает на обе ноги. Функционал здесь тоже минимальный. По удобству эксплуатации очень-очень плохо. Кнопки жесткие, неудобные. Ужас, тихий ужас. Я бы данный частотник отнес к бытовому сектору, очень специфичному для решения нестандартных задач, когда нам в доме просто необходимо сделать 380, вот и все. Пока что это просто игрушка. Когда он выйдет на промышленный вариант, знают только китайцы. На этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо за внимание. Также не забываем поддерживать наш канал, подписываемся, ставим лайк, колокольчик. И конечно же, всем хорошего настроения и до свидания.